Новинка от бренда Vivo с датчиком измерения температуры тела, двухъядерным активным шумоподавлением, режимом прозрачности с режимом слухового аппарата, управлением нажатиями и свайпами, регулировкой громкости прямо с наушников, профессиональной аудиоплатформой, поддержкой Snapdragon Sound и кодеков высокой четкости. Разумеется, на борту пространственный звук, последний Bluetooth чип с кодированием LC3, низкая задержка звука до 55 миллисекунд, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Vivo TVS 3 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам расскажу. И респект Василию, я купил данные наушники у него. На Али, разумеется, тоже купил, но они все еще на сортировке, я думаю, вы понимаете, о чем я. И Василий открыл телеграм-канал Пекин Близко, ссылка верхняя в описании. Если нужен эксклюзив, либо что-то сразу быстро, то к нему. Распаковка. Поставляется данная новинка в белой коробке с изображением модели и краткими характеристиками. Пакинг обыкновенный, ничем не привлекательный. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, которое нам необходимо, так как в нем есть QR-код для скачивания приложения. Далее есть комплект неплохих силиконовых амбушюр и зарядный кабель USB Type-C. Один наушник весит 5,1 грамма, а бокс 35 граммов. Габариты бокса стандартные 60 на 45 на 23 мм. Наушники не огромные, 29 на 20 на 19 мм. Звуковод овальной формы, он имеет выступ для удержания амбушюры, металлическую сеточку 5,6 на 7,9 на 3 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании либо в прикрепе можете подписаться на мой телеграм-канал личный, где я вам предоставляю либо кадры со съемок, либо какие-то мои штуки, которые я купил, на которые не сделал обзоры, может быть, даже и не сделаю. Плюс спрашиваю вас, что еще проверить в девайсах. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, разумеется. Все самое интересное, что я приобретаю, я скидываю туда. Сам себя не обижу, разумеется, и вы увидите, по каким ценам я покупаю. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Полетели. В продаже имеется две расцветки на выбор. Это черный с градиентом и белый. Дизайн бокса стандартный для Vivo, ничего нового в этой модели внешне нет. И да, разумеется, я, как и вы, ждал вкладышей, потому что у них были самые топовые крутые вкладыши 3 года назад, но почему-то они эту линейку не решили премиума именно не повторять и не продолжать. Не знаю почему, но вот такие затычки. Выполнен бокс из глянцевого маркового материала, сборка хорошая. Тактильно бокс приятный, но скользкий. На корпусе расположили надпись Vivo, LED-индикатор, кнопку сопряжения сбоку и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, извлекать наушники из бокса удобно. Но просто потянув наушник, достать его из бокса не получится, так как наушники очень скользкие. Поэтому необходимо надавливать слегка на наушники с лицевой части бокса, так чтобы они слегка приподнялись. К этому надо привыкать, день-два и привыкните, но все же. Шарнир, по всей видимости, металлический, люфт у крышки отсутствует. Во всяком случае, в начале. Мы все прекрасно знаем сопромат. Хлопок при закрытии бокса звонкий и не раздражающий. Внутри бокса есть краткая информация очень мелким шрифтом и 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Все как у всех. Наушники в боксе не гуляют. Вытряхнуть их из закрытой крышки бокса сложно. Емкость аккумулятора 510 мАч, полный цикл зарядки 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки нет, что вообще ни в какие ворота не лезет. Стоимость предполагает, что беспроводная зарядка бокса должна быть на борту. Но производитель подумал иначе. В принципе, как и в Xiaomi Buds 4 вкладышах, которые недавно были на канале, но не как Huawei FreeBuds 4, которые 2 года уже штурмуют рынки вкладышей, и в китайской версии у них есть беспроводная зарядка бокса. В общем, не будем о грустном. Наушники можно перезарядить от бокса полных 4 раза, саморазряд у бокса я не наблюдал. Переходим же к ушам. Наушники изготовлены из глянцевого пластика, они очень скользкие марки. Сборка меня порадовала, габариты у данной модели, по всей видимости, слегка меньше, чем в прошлых моделях. Посадка в ухе комфортная, из ушей они сильно не выпирают. При длительной носке уши не устают. Если потрясти головой, то наушники остаются на своих местах. Пассивная шумоизоляция хорошая. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчик обнаружения уха и область сжатия, которая обозначена небольшим углублением и матовой поверхностью. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления, прозрачности и обычным режимом. И еще вызов голосового помощника. В приложении можно настроить нажатие, что удобно, но есть команды, которые не переназначить. К примеру, play-пауза или ответ-сброс вызова. Несмотря на это, на нажатие наушники откликаются хорошо и быстро. Управление удобное, ко всему регулировка громкости осуществляется свайпами. Но не по внешней стороне ножки, а именно по области, где находится углубление. Команды сопровождаются системными звуками, а точнее щелчками, а также переключение режимов озвучивается женским голосом на китайском языке. В
этом смысле Xiaomi Buds 4 лучше. У них никакого китайского нет, хотя наушники китайские. Глобалки пока еще не выпустили. К слову, Vivo идеально подойдет, разумеется, к смартфону Vivo X90 Pro Plus, обзор на который уже был на канале. Наверное, для пользователей этого смартфона я о них и рассказываю. Наушники оснащены динамическими драйверами на 12,2 мм с трехслойной нанокомпозитной диафрагмой. Ко всему установлена профессиональная аудиосистема, аудиочип и Qualcomm S5 Sound платформа, которая поддерживает передачу звука, Snapdragon Sound и aptX адаптив. Частотный диапазон нереальный, от 5 Гц до 40 кГц. Это какая-то аудиофильская штука, но вот так. Двухъядерное активное шумоподавление до целых 49 дБ, и это очень круто. На 1 дБ больше, чем у Xiaomi Buds 4 Pro, не путайте с четверкой, это уже затычки. ANC имеет адаптивный режим и 3 обыкновенных режима от сильного к слабому. В сильном режиме шумоподавления есть слегка слышный шум в наушниках, при том, что в адаптивном режиме шума нет. ANC отрабатывает отлично, но вау-эффекта я не ощутил. Во время прогулок оно также себя показывает, как и другие наушники с активным шумодавом от 43 дБ других производителей. Громкий посторонний шум они могут заглушить, если слушать музыку на громкости около 55-60%. Адаптивный режим работает корректно, и он больше всего мне понравился. Режим прозрачности также на борту с двумя режимами работы. Это стандартный режим слухового аппарата. В стандартном режиме все посторонние звуки не раздражают, и при этом слышимость хорошая. А режим слухового аппарата для человека, у которого со слухом нет проблем, возможно только если поиграться 5 минут. Но вообще слуховые аппараты нужно покупать как слуховые аппараты, а не наушники. Для людей, у которых есть некоторые проблемы со слухом, данная функция очень полезна. Внешние звуки становятся громче, но передача звука не сказал бы, что лучшая. Опять же, мне не ощутить, потому что у меня со слухом все в порядке пока. Что ANC, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником. Также данная пара оснащена датчиком температуры кожи, но данная функция не работает у меня. В принципе, также был датчик, подобный на Honor-овских наушниках, и у меня она тоже не работала. Напишите, если у кого-то работала данная функция даже у супербрендов. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается. По одному работают, и переподключение бесшовное. Один раз у меня, кстати, получилось запустить изменения, но все равно результат в приложении не появился. Это по поводу температуры. Автоматически подключаются после открытия бокса к ранее сопряженному устройству, будем считать бокс умный. Мультипоинт на 2 устройства на борту, что хорошо и стандартно, и есть уже даже в наушниках за 1000 рублей. Вспоминаем Honor Choice точнее. Датчики обнаружения уха можно включить или выключить в приложении, отрабатывают они корректно и быстро. Хорошо, что можно отключать. Анимацию я не обнаружил, она, скорее всего, есть на вивовских смартах, но не будем о грустном. Не у каждого есть вивовский смарт, правда? Далее, емкость аккумуляторов наушников не указана, полный цикл зарядки занимает около 1 часа. Отыграли наушники на 70% громкости по коду aptX адаптив и без активного шумодава 5 часов 36 минут. 15 минут в боксе, дали 2 часа 43 минуты прослушивания музыки в тех же условиях, что является отличным показателем. С боксом данная пара прослужит до 25 часов. Информация о водонепроницаемости я не нашел. Я искупал их в проточной воде около 30 секунд, после чего просушил их, по итогу с ними все в порядке. Функционал не пострадал, и на звучание это никак не повлияло. Данную пару можно подключить к приложению под названием Vivo наушники. Скачиваем его по QR-коду в кратком руководстве. В приложении на стартовой странице с наушниками есть заряд наушников и бокса в процентах, но заряд бокса отображается только тогда, когда наушники находятся в боксе. И крышка бокса, разумеется, открыта. Далее есть все то, о чем я уже рассказывал, а также стереоэффект Deep X с 4 предустановками. Предустановки неплохие, но производитель, к слову, заявляет о пространственном звуке на 360 градусов, и в приложении подобного я ничего не обнаружил. Также, если нажать на вкладку «Проверка удобства», мы просто переходим к подключенным устройствам. Возможно, перевод плохой, а возможно, приложение так работает. Я думаю, допилят, во-первых. Во-вторых, необходимо, конечно же, вивовский смарт. Отмечу, что есть пользовательский эквалайзер и система оценки качества слуха, а также есть 3 шаблона. Но прям чтобы кастомного эквалайзера такого здесь нет, и это плохо. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обнова уже прилетала. Летим дальше, самое интересное. Bluetooth здесь версии 5.3 поддерживает LE Audio Bluetooth и кодирование LC3. Очень многие этого ждали. Не то чтобы я не понимаю зачем, но ладно. Из кодеков на борту я обнаружил SBC и aptX адаптив. К iPhone они также без проблем подключаются, но у iPhone есть свои наушники. К слову, про AirPods Pro второй версии 2022 года я скоро тоже расскажу. Через 2 стены наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал, что очень хорошо. Задержка по заявлению производителя достигает 55 миллисекунд. В YouTube задержка незаметна, как и в целом в играх. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Killing spree for the blue team! Микрофоны с технологией шумоподавления отрабатывают наушники не мрачно и голос сильно не искажается. Перегруз небольшой есть. Не скажу, что данная модель показала себя лучше или хуже, чем другие наушники в этой ценовой категории, но все равно довольно хорошо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Vivo TVS3 Pro. При том условии вы видите, насколько хорошо они работают. Вам оценивать, как всегда. Но хочу отметить, что, опять же, лучшие микрофоны при любых раскладах у вас будут работать с тем же брендом. Наушники Vivo, лучше телефон будет Vivo. Микро будет работать лучше. Если у вас яблоко, то яблоко. Алгоритмы никто не отменял. Производители специально делают так, чтобы их аксессуары работали лучше с их конкретно устройствами. Звучание я тестировал без всех функций, просто в стоке. Запас громкости есть. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости. Каша есть, и ее можно услышать даже на 85% громкости. Бас без лишнего акцента, при этом он глубокий и средний бас в наличии. Высокие звучат отчетливо, а середина имеет хорошую проработку. В целом звучание отличное. Сцена для ТВС затычек шире средней, ощущение пространства хорошее, инструментал различимый, звучит приятно. Данная пара подойдет для большинства различных жанров музыки. Ко всему, используя звуковые эффекты DeepX, можно навалить баса или сделать куда более выразительный вокал. По моему мнению, несмотря на все эти прекрасные надписи в рекламе, звучат они отлично, но не больше. Вау-эффекта нет, как по мне. К сожалению, в приложении нет эквалайзера, что не очень удобно, но в целом со стоковым звучанием я согласен, доволен и, наверное, свои деньги они отыгрывают. Из минусов: нет беспроводной зарядки, нет полноценного кастомного эквалайзера, не работает измерение температуры тела, но к этому делу я уже привык, что в китайских версиях ушей не работает она, да и в глобалке у нас. Некоторые функции в приложении также не работают, очень странно, что Vivo это дело не допилила, и не обнаружил я технологию пространственного звука, возможно, не там искал. Скользкие маркие материалы, как всегда у Vivo, я считаю все равно минусом, и большая цена, она, конечно, падает со временем. Плюс я абсолютно не понимаю смысла покупать прошку, потому что от обычной тройки они почти ничем не отличаются. На тройку, если вы напишите в комментах, я тоже сделаю обзор. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, вполне возможно, она уже будет лояльна. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, только лучшее предложение, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, где мы общаемся тет-а-тет постоянно. Резюмирую, беспроводные наушники Vivo TVS3 Pro лично, как по мне, показали себя не очень хорошо. Могли бы и лучше. Да, напичканы они по максимуму, Bluetooth последний, задержка минимальная, датчики обнаружения уха в наличии, мультипоинт тоже и удобное управление нажатиями и свайпами. Грубо говоря, все, что нужно. Но минусы их расстраивают, потому что нечего обещать, если не можешь предложить. Плюс ценник не такой он и лояльный сегодня. Возможно, с новыми прошивками все пофиксят. Разумеется, если у вас смартфон бренда Vivo, однозначно брать, одна экосистема. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Смотрите, недавно я выгрузил топ-10 телефонов по результатам 2022 года, а как вы понимаете, я их больше сотни протестировал, которые я рекомендую к покупке. Девайсу скромная, но да, будем надеяться, что и цена упадет, и прошивку допилят. Добра и удачи вам, дорогие друзья!